Глухая уборщица заподозрила, что маленькая девочка попала в беду. Но она даже представить себе не могла, что происходит на самом деле. Когда маленькая девочка подала знак рукой, ее жизнь полностью изменилась. На автобусной станции было тихое утро. Мягко светило солнце, и, несмотря на обычную суету прибывающих и отбывающих людей, атмосфера казалась спокойной и безмятежной. Пассажиры шли медленно, некоторые несли тяжелые чемоданы, в то время как другие пили кофе перед посадкой. Марина, одна из уборщиц, прибыла на вокзал для очередного тяжелого рабочего дня. Она привыкла к рутине и встречала трудности с силой и решимостью. Несмотря на проблемы со слухом, поскольку она была глухой от рождения, эта женщина была очень наблюдательной и внимательно относилась к деталям, которые ее окружали. Даже не слушая разговоров пассажиров, Марина могла определить по выражению их лиц и жестам, когда кому-то требовалась помощь или информация. В тот день, когда все шло как обычно, никто и представить себе не мог, что вскоре смелый поступок этой уборщицы изменит ее жизнь навсегда. Пока она занималась уборкой, мыла пол и протирала окна, она заметила кое-что странное. Маленькая девочка с испуганным личиком была в компании пары. Мужчина был высоким, сильным и хмурым, в то время как женщина выглядела суровой и носила темную одежду. Они шли торопливо, крепко держа девочку между собой. Марина, даже не слушая, видела, что между ними что-то не так. Маленькая девочка, казалось, чувствовала себя не в своей тарелке. Заинтригованная этой сценой, Марина незаметно наблюдала за ними. Интуиция подсказывала ей, что там было что-то странное, и, возможно, ей следует приглядеть за ними. Поскольку это был Нью-Йорк, большой, оживленный город, автобусная станция гудела от потока людей, которые приходили и уходили. Пара купила билеты до дальнего пункта назначения и села на одну из скамеек в ожидании автобуса. Маленькая девочка была рядом с ними, встревоженная и молчаливая. Пока они ждали, охранник автовокзала Джозеф осмотрел пассажиров, чтобы убедиться, что все в порядке. Он спросил, есть ли у кого-нибудь какие-либо вопросы. После того, как Джозеф обслужил нескольких пассажиров, он подошел к той паре и спросил, все ли у них в порядке. «Это не ваше дело. Вы можете идти дальше», — грубо ответила женщина. Молодой человек, удивленный таким резким ответом, попытался сохранить профессиональный тон. «Извините, мэм. Я здесь только для того, чтобы помочь. Вы на правильном пути?» «Нам не нужна помощь», — сказал мужчина, свирепо глядя на него. Охранник, все еще пытаясь быть любезным, посмотрел на маленькую девочку и спросил. «А тебя, милая, как тебя зовут? Ты с ними?» Тогда женщина, не дав ребенку ничего ответить, холодно сказала. «Ее зовут Лора. И да, она с нами. Мы ее тетя и дядя. Мы забираем ее домой после нашего отпуска. А теперь перестаньте задавать вопросы». Джозеф, несколько шокированный отношением этой пары, решил уйти и продолжить помогать другим пассажирам. Он не хотел создавать проблем. Но общение с ними заинтриговало его. Марина, которая была свидетельницей разговора и видела жесты, которые они делали, срочно отвела охранника в сторону. Они общались с помощью блокнота, куда она записывала свои вопросы, а сотрудник отвечал. «Что вам сказала эта пара? Они кажутся странными», — написала она. Джозеф ответил, что да, они были очень грубыми и невоспитанными. Марина поблагодарила мужчину и продолжила издалека наблюдать за парой и маленькой девочкой, продолжая заниматься уборкой. Интуиция подсказывала ей, что что-то не так, и она не могла избавиться от беспокойства. Марина еще не знала, что она была права, подозревая их. Лора была дочерью миллионера по имени Макс, владельца крупной сети магазинов бытовой техники. Ей было 9 лет, и она была милой, умной и любознательной маленькой девочкой. Несмотря на то, что Лора выросла в богатой семье, она была скромным и заботливым ребенком,
который любил своих родителей и заботился об окружающих ее людях. В ту субботу Лора сидела в своей школе и ждала, когда личный водитель отвезет ее домой. Пока она ждала, какая-то пара остановила свою машину и позвала ее, притворившись, что заблудилась. «Привет, цветочек. Как дела? Ты можешь нам помочь? Мы немного заблудились. Ты знаешь, где эта улица?» — сказали они, показывая карту на своих мобильных телефонах. И девушка, всегда готовая помочь, встала и подошла к машине, чтобы посмотреть на карту, чтобы сориентировать их. Именно тогда пара широко распахнула дверь и похитила Лору, силой затащив ее в машину. Она была напугана и начала плакать и кричать, умоляя их отпустить ее. Но эти двое не прислушались к ее мольбам и помчались по городу, в то время как маленькая девочка дрожала от страха на заднем сиденье. Пара была членами банды, занимавшейся торговлей детьми, которая действовала в районе Нью-Йорка. Банда состояла из высокоорганизованных и опасных преступников из разных уголков страны. Их целью было похищать богатых и влиятельных детей, чтобы требовать непомерные выкупы от их родителей. И они использовали жестокие методы для достижения своих целей. Эван был бывшим заключенным, известным своим участием в нескольких тяжких преступлениях, включая ограбление банков и торговлю наркотиками. Женщина по имени Рэйчел была его женой. Они были ответственны за похищение детей и удерживали их под стражей до выплаты выкупа. Несмотря на то, что они были опытными преступниками, они были очень осторожны и тщательно планировали каждую деталь своей работы. Они использовали различную маскировку и фальшивые удостоверения личности, а также огнестрельное оружие и другие насильственные средства для запугивания своих жертв. Кроме того, они предпочитали передвигаться на автобусах, что привлекало меньше внимания. Эван и Рэйчел также очень умели убеждать детей, используя комбинацию лжи и обещаний, что их освободят в обмен на деньги их родителей. Они точно знали, как найти подход к жертвам и завоевать их доверие, что облегчало процесс похищения. Вернувшись на автобусную станцию, которая гудела от потока людей, приходящих и уходящих, Лора искала способ сбежать от этой опасной пары. Она не понимала, что Марина наблюдает за ситуацией, но знала, что должна действовать, пока не стало слишком поздно. Оглядевшись, маленькая девочка заметила уборную в нескольких метрах от себя. Возможно, она могла бы воспользоваться предлогом сходить в туалет, чтобы сбежать от них, даже если шансы были невелики. Затем она спросила: «Можно мне в туалет, пожалуйста?» Рэйчел подозрительно посмотрела на девочку, но, казалось, на мгновение задумалась над этой идеей. «Хорошо, но она пойдет с тобой», — сказал Эван, указывая на свою жену. Лора заколебалась, но поняла, что это, возможно, единственный выход. Она согласилась и встала, направляясь в уборную, а женщина последовала за ней. Приближаясь к выходу, девочка притворилась, что споткнулась, и уронила свою заколку на пол, как будто это был несчастный случай. Рэйчел нетерпеливо вздохнула и наклонилась, чтобы поднять ее. Воспользовавшись тем, что женщина ненадолго отвлеклась, Лора попыталась убежать к выходу автобусной станции. Однако преступница, поняв, что девочка пытается сделать, схватила ее за руку и оттащила назад. «Ты считаешь себя умной, да? Так просто ты от меня не отделаешься», — сердито сказала Рэйчел. Лора почувствовала сильную боль в руке и чуть не закричала, но сдержалась. Она знала, что, привлекая к себе внимание, только усугубит ситуацию. Женщина потащила ее обратно к скамейке, где ее ждал мужчина. «Что случилось?» — спросил Эван. «Девочка пыталась убежать, ты можешь в это поверить?» «Но я поймала ее», — сказала Рэйчел, свирепо глядя на бедную девочку. Мужчина фыркнул и сжал губы, явно раздраженный. Маленькая девочка со своей стороны чувствовала нарастающее отчаяние и со слезами на глазах понятия не имела, что делать.
Уборщица, которая была свидетельницей этой сцены, почувствовала, как сжалось ее сердце. Было ясно, что девочка страдает и нуждается в помощи. Поэтому Марина осторожно приблизилась к ним, делая вид, что моет пол рядом с ними. Когда она приблизилась, Лора впервые обратила внимание на уборщицу. Увидев ее, девочка почувствовала странное облегчение, как будто каким-то образом знала, что та может помочь. «Марина», незаметно для других, подмигнула девочке. Лора только тогда поняла, что уборщица видела всю сцену, и ее глаза расширились. В ее сердце появился проблеск надежды. Марина подошла ближе, чтобы попробовать прочитать по губам и лучше понять, что происходит. Однако ее действия вызвали раздражение преступников. Уборщица, оставаясь спокойной, воспользовалась случаем, чтобы показать, что она глухая. Она жестами объяснила, что не слышит их. Преступники выглядели удивленными и больше ничего не сказали. Затем, на краткий миг, когда преступники отвлеклись, уборщица бросила быстрый взгляд на Лору. Это был чрезвычайно рискованный шанс, но маленькая девочка должна была им воспользоваться. Собрав все свое мужество, маленькая девочка сделала быстрый и незаметный знак. В этот момент глаза Марины расширились от шока, как из-за того, что Лора могла общаться на языке жестов, так и из-за сообщения. С учащенно бьющимся сердцем она поняла, что должна действовать быстро, чтобы спасти девочку. К счастью, она уже поговорила с Джозефом, который пообещал помочь в случае необходимости. Она отправила ему срочное сообщение на мобильный телефон с просьбой немедленно вызвать охрану и полицию. Пока они ждала прибытия помощи, уборщица издалека сообщила Лоре, что полиция уже в пути. Маленькая девочка с облегчением улыбнулась и впервые вздохнула с облегчением. Через несколько минут на автобусной остановке появились полицейские. Они окружили преступников. Лора, испуганная и испытывающая облегчение, подбежала к Марине, которая обняла ее и утешила. Когда бандиты были арестованы, а маленькая девочка спасена, на автобусной станции воцарился мир, но жизнь уборщицы и маленькой девочки уже никогда не была прежней. История о захватывающем спасении распространилась по всему городу, и Марину провозгласили героиней. Макс, отец маленькой девочки, был чрезвычайно благодарен этой женщине за то, что она сделала для его дочери, и решил вознаградить ее щедрой суммой денег. Он также предложил ей работу в семейном особняке, где она могла бы работать в лучших условиях и под хорошим присмотром. Женщина с радостью приняла предложение, взволнованная и счастливая возможностью изменить свою жизнь и оставаться рядом с маленькой девочкой. «Но откуда вы знаете язык жестов?» – спросила уборщица. Затем маленькая девочка объяснила, что выучила язык жестов благодаря своему приемному старшему брату, который тоже был глухим. Торговцы людьми не знали этого и никогда не могли себе представить, что глухая уборщица станет той, кто разрушит их планы. Дорогие зрители, а вы бы хотели выучить язык жестов? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.